Сегодня мы прогуляемся по Советску. Впервые Тильзит упоминается в исторических документах в 1276 году. Здесь проживало небольшое племя пруссов. 20 января Тильзит был взят советскими войсками, а уже на следующий год переименован в Советск. Выйдя с автовокзала, мы обратили внимание на казармы Литовского драгунского полка из красного кирпича. Это ЖД вокзал, а это автовокзал. Здесь же находится паровоз ТЭ-7336, изготовленный в 1943 году в Германии на заводе «Шкода». С 1946 года он эксплуатировался в СССР. С 1976 переведен в запас подвижного состава. После Второй мировой войны всех жителей Восточной Пруссии, ставшей Калининградской областью, переселили в советскую зону оккупации Германии. Вместо них сюда приехали советские военные с семьями и гражданский персонал. Совсем рядом находится железнодорожная водонапорная башня Тильзита, построенная в 1916 году. В сечении она имеет форму круга. Башня выполнена из полнотелого красного керамического кирпича. Ствол башни усилен 16 контрафорсами. Крыша шатровая, восьмигранная, покрыта красной керамической черепицей. Мимо жилых домов подходим к реформистской кирхе Тильзита. К середине 1970-х здание кирхи было разобрано. До настоящего времени сохранилась только башня без шпиля. Сейчас все это находится на территории автошколы. Это памятник герцогу Альбрехту. Роскошная вилла с пышными декоративными формами в стиле необарокко возводилась в 1887-88 годах по заказу купца Франца Франка. Позднее здание сдавалось в аренду. Некоторое время в помещениях жили представители евангелическо-лютеранской общины, после чего виллу стали называть домом пастора. В этом доме 17 декабря 1930 года в семье банковского служащего родился немецкий актер Армин Мюллершталь. После войны в здании размещалось общежитие Калининградского областного колледжа культуры и искусств. После закрытия колледжа в 2010 году живописное здание пустует, ветшает и разрушается. Неподалеку находится городской парк. В 1823 году в Тильзите открылся парк Якобсруэ, который стал украшением не только города, но и Восточной Пруссии. На этом месте были давно позабытые тильзитские пастбища с кладбищем, переходящие в лес. Название парка связано именно с этим. Якобсруэ можно перевести как «покой Якоба» по имени пастбищного сторожа. Это входная арка. А рядом макет города. Проект макета города Тильзита XIX века включает в себя здание исторического центра города. Пока установлены не все миниатюры. Модели создавались по сохранившимся фотографиям и рисункам. Дом бедняков в стиле неоготики построен в Тильзите в 1908 году. В наши дни в здании размещается городская больница.
Рядом находится здание Народной школы Тильзита, которое было построено в 1905-1906 годах. Сейчас в нем функционирует школа-интернат. Это оно же со стороны улицы Тургенева. Городское озеро ранее было мельничным прудом у замка. Пруд возник в 1562 году после запруживания реки Тильжа. На месте современной католической церкви стояла кирха Вознесения Марии, построенная в готическом стиле в 1843-51 годах. Идем к классической гимназии Тильзита, построенной в 1900 году. В 1945-1994 годах в здании размещалась школа. 1994 года гимназия номер 1 города Советска. В самом центре города стоит небольшой красный трамвай. Здесь с 1901 по 1944 годы ходили трамваи. После войны разрушенный трамвайный парк восстанавливать не стали. Здание театра королевы Луизы построено в 1910 году. До наших дней сохранился лишь фасад. Строение не пострадало в период Второй мировой войны. В первые советские годы его помещение занял Калининградский областной колледж культуры и искусства, который проработал до 2010 года. Потом мы решили поискать руины замка Тильзит, но в связи с ограничением по времени нашли только вот эту постройку около моста королевы Луизы. Многие преодолевают расстояние в 117 километров от Калининграда до Советска с единственной целью – посмотреть на мост королевы Луизы на границе России и Литвы. Это пограничный автомобильный мост через реку Неман, построен в 1907 году, взорван в 1944 году, восстановлен в 1947 году. На середине моста проходит граница между Литвой и Россией, а рядом находится пограничный столб.